Всех приветствую себя на канале. Давайте посмотрим сегодня отношения между вами и загаданным вашим мужчиной, либо наоборот, если вы мужчина, загадали женщину. В общем, отношения между вами, в вашей паре на Ленорман сегодня посмотрим. Давно уже такой расклад не делала. Большой расклад, да, на пару. Потом сделаем и на будущее, да, для мужчин, для женщин. Тоже давно у меня не выходило таких раскладов. Наверное, каждый месяц буду повторять крестовые, король червонный, дамы, вот такие расклады тоже, гранд-табло. И мы посмотрим, если понадобится, сделаем сегодня корректировочку отношений, да, еще тоже бонусом стараемся. Итак, представьте свою вторую половинку, загаданного человека, вашего мужчину или женщину, да, кого вы загадываете. И посмотрим, что между вами. Вообще, найдем вас сначала, да? В колоде найдем. Так, вот, мужчина влюблен. При карте сердца. Но еще рядом у него выпадает карта медведь. Здесь двоякая ситуация. Либо у него есть соперник, потому что медведь также обозначает поклонника, жениха. Но я надеюсь, это не его жених, конечно. То есть у него это либо может быть соперник, либо он очень уверен в себе, да, и это его же образ, так скажем, его же ипостась, когда он уверен в себе, когда он чувствует себя, ну, вот как покровитель, да, защитник, храброе сердце, можно еще вот так сказать. Так что, вот смотрите, он при любви находится, влюбленный. Ну, в кого? В вас, конечно, мы же на вас гадаем. Так. А вы от него далеко. Вот вы тут привлекательная очень для него и какая-то далекая. Но и вы и не рядом, скорее всего, да? Вот этот расклад подойдет для тех, кто не вместе сейчас по тем или иным причинам. Тут еще рядом с лисой карта сад выпадает. Такое ощущение, что лиса, с одной стороны, это привлекательная внешность, конечно же, для мужчин загаданного. С другой стороны, сад — это когда вы посматриваете куда-то и в другое общество. То есть, может быть, не сидите без него, не печалитесь, а может быть, являетесь привлекательной не только для него одного, но и для других людей. Да? Такая здесь картина. И, кстати говоря, то, что мужчина выпал раньше, намного раньше, чем вы там дальше в колоде спрятались, означает, что он больше открыт к общению с вами, нежели чем вы с ним. Тоже такое может обозначать. Итак, выкладываем всю колоду по 3 карты. Ну да, кстати говоря, соперник тоже действительно на медведь может показывать, сразу вот скажу, пока не забыла, на соперника, потому что медведь здесь выпал рядом с картой сад, это общество, это кто-то, человек из окружения, да, и вот здесь карта сердца, то есть у вас между ним, да, если рассматривать карту медведя, вот буду сразу по ходу то, что важно говорить, да, чтобы не забыть, между ним и его любовью к вам могут стоять другие люди. Может быть, также и с его стороны даже. А у вас, кстати, еще по карте лисы, по карте хитрости и карте сада может означать, что вы о нем что-то узнали от других людей. Что-то важное. Вот еще может быть какая трактовка. Сообщение ждите от него, приезда ждите.
Вы, конечно, не в одном триплете выпали, но уж вы не так уж далеко друг от друга. Ну, давайте начнем с трактовки все-таки близлежащих карт, потом будем переходить на все остальное. Во-первых, вы попадаете в столбце будущего, да, прошлое, настоящее, будущее. Это то, что я говорила, вы сейчас не рядом. Но история ваша не закончена. Если был как у вас по ходу расклада вопрос пауза или точка, это пауза, потому что вы здесь выходите в столбце будущего. То есть ваши отношения еще будут развиваться. Вот смотрим, да, что у вас. Письмо и карта всадник. То есть вам будет от него известие. Вот. Он здесь что? Карта собака, карта мыши, крысы. Ну вот он в своем отношении к вам предан, верен. Но все равно что-то вот, тут, знаете, как-то вот или его поведение мелковато, да, грызуны, мыши, либо у него у самого какие-то вот угрызения совести, хочется сказать, кошки на душе скребут, но тут вот мышки на душе скребут. Ну, то есть вот это какая-то мелочность, какое-то недостаточное действие от него, да, мало активности от него. Вроде вот он и верен вам душой, да, вот он к вам как-то, но все равно вот как-то вот мелковат в своих проявлениях. Вот, может быть, когда мы искали его сигнификатор, там выпадал он как медведь, да, как я говорила, может быть, это и соперник обозначает. Здесь, опять же, эта информация подтверждается, я об этом уже сказала. Ну и опять, он вроде как большой медведь, сам-то, да, может быть, с другими широк, а с вами вот мыши. Вот сам о себе он высокого мнения по медведю, а с вами вот как-то вот он мало себя проявляет, недостаточно, но тем не менее весть к вам будет, возможно, даже свидание. Вот. Между вами что тут становится? Есть приятные, положительные перемены в ваших отношениях, есть надежда на улучшение отношений, но вот, к сожалению, все это закрывает гора. Есть препятствия, как я уже сказала, что в первую очередь видится, это другие люди становится между вами, либо это у него соперник, конкретно медведь, да, я уже опять об этом говорила, либо это вообще общество, какие-то люди, которые вот знают о ваших отношениях, которые могут туда вклиниться, и они вот портят тут всю картину и встают перед вами. Что еще можно сказать? То, что сигнификатор мужчины выпадает в нижнем ряду, это означает, что он более реалистичен в своем понимании, в своих мыслях об этих отношениях, да, то есть более приближен к реальности, он четко это все, более четко все это видит, более трезво все это оценивает, да, нежели чем вы у вас ближе, да, к верхнему ряду, это означает, что у вас больше мечтаний, надежд по поводу этих отношений. Ну, надежды, они не беспочвенные, что-то будет улучшаться, но очень, очень тяжело, да, вот тяжело это вот как бы сдвинуть эту гору, вроде есть надежда на улучшение, вроде есть какие-то положительные перемены, общение у вас тут между вами есть. Почему я говорю, что от него сообщение будет, да, потому что вот всадник, он едет за вами, девушка в ту сторону смотрит, а всадник едет за ней, поэтому это за вами новость идет, да, а не вы на нее смотрите. То есть будет от него какой-то известие, что даст вам надежду, общение, да, известие какое-то, информация какая-то, которая даст вам надежду на развитие продолжения. Тем не менее, вот легко эти отношения строятся, ну, вот пока на ближайший, да, период не могут, потому что есть гора. Что еще? Он, кстати, об этом думает. Он думает, вот, да, вот выпадает в его голове, что нужно отношения улучшать, развивать. Он на это надеется, он... Ну, я тут, знаете, не вижу, что он прям видит все возможные варианты. Скорее всего, он надеется, что как-то все оно само сложится, понимает все препятствия, понимает, что это все нелегко. Вот. А вы у себя в голове... Что тут? Что видите в голове? Ну, вы хотите эти отношения развивать, начинать, да, у кого-то даже начинать, ребенок развивать, да, корабль движется куда. Ну, вот здесь вот развилка. То ли это сомнение, да, будет это или не будет. Вот у него больше надежд на развитие этих отношений, нежели чем у вас. Вы как-то вроде хотите, чтобы это все развивалось, но
тем не менее вы понимаете, вот вообще, вот куда идти, налево или направо, да, будет это вообще или не будет, как оно будет, да, что это будет. Вот у вас есть сомнения по поводу него. Что здесь еще можно посмотреть? Давайте теперь перейдем. Ну, здесь что? Вот любовь, смотрите, сердце. Карта сердца от вас выпала прям в далекий угол. Но я не могу сказать, что любви между вами нет, потому что при поиске сигнификатора, опять же, сердце легло рядом с картой мужчины, значит, опять же, все-таки он в вас влюблен, да может быть даже поболее, чем вы, потому что, ну, карта легла именно при его сигнификаторе, а не при вашем. Вот, но вот такое ощущение, что у вас ее крадут. Опять же, другие люди, общество, кто-то, да, другие лица, они от вас ее отдаляют. Потому что сердце было рядом с мужчиной, но кто-то его украл. Или его соперник его, значит, откусил, либо еще какие-то другие люди. Что еще у нас здесь выпадает? Змея, дом, дерево. Пригрел змею на груди, хочется сказать. Почему здесь эта информация идет? Я, честно говоря, не буду голову ломать, но змея в доме. Могут быть, знаете, вот если говорить о других людях, которые мешают вашим отношениям, это могут быть близкие люди, вхожие или в ваш, или в его дом, которые как раз вот этим отношениям и мешают. Да? То есть все-таки опять, скорее всего, показывает на других людей. Или вы можете доверять этим людям, а они или против вашего союза, или как-то вам мешают, и точно так же и по его стороне это может быть. Он может кому-то доверять, да, как-то рассказывать, делиться что-то, но это совершенно не на пользу вашим отношениям. Под змеей выпадает плеть. Плеть — это удар, как, знаете, рассечь и якорь, то есть разрушить постоянство, закончить это. Вот есть человек или группа лиц, которые, скажем так, которым по предварительному сговору, которым не дает покоя вот эта любовь, и они как будто ее у вас могут сеять сомнения и в вашей голове, и в его голове, таким образом отдалять вас друг от друга. Но пока у них это не очень хорошо получается, все равно вы друг другу близко, конечно, гора между вами стоит. Все-таки мне видится, что в лице других людей кто-то хочет ваши отношения завершить, кто-то ну, с явным намерением, да, это не так, чтобы какое-то вскользь брошенное слово могло породить какие-то сомнения. Это намеренные действия, намеренные разговоры. Кто-то его подзуживает или вам надежду перебивает, потому что, с одной стороны, корабль — надежда, а с другой стороны, вот куда он поплывет? Поплывет ли он вообще, этот корабль, куда-то, туда, куда вам надо, вам куда хотелось бы. Что еще здесь? Какая-то вскроется тайна, хитрость, коварство. Возможно, как раз связано с человеком, с этим, со змеей, да, которая вот здесь. Но что-то откроется, какая-то тайна. Вот, может быть, как раз коварство этих людей раскроется, покажут они свое истинное лицо. И хорошо было бы, что, кстати говоря, это столбик прошлого еще, да, я не оговорилась, столбик прошлого, то есть это уже было, уже кто-то это сделал, кто-то уже пытался вас развести, и может быть, даже уже не вскроется, может быть, это уже вскрылось, да, вскрылось. То есть, может, человек понял, мужчина ваш загаданный, или вы сами поняли, что происходит, да, что что-то тут, кто-то тут что-то против вас имеет, может быть, разоблачили кого-то и так далее. Да, это как вот разоблачить какую-то хитрую уловку, ключ, да, книга открытая, это открыть, да, открыть вот этого хитреца и понять это. Ну, это уже, я не знаю, можно ли сказать, что это полдела, не знаю. Давайте смотреть средний столбик, солнце, лилия, букет. Ну, ваши отношения, вообще, смотрите, сердце тут неподалеку, вот если его еще сюда вот присовокупить и убрать этот сад, который здесь совершенно не выходит в положительном ключе. А может быть, просто, знаете, сад, просто о вас слишком много говорят и завидуют. И вот как, знаете, если вы чувствительны к там, слабое поле, чувствительны к чужому там
с глазу, дурному глазу, да, вот может быть из-за этого еще может быть у вас никак вам не удается. Ну, что-то такое здесь тоже может быть. Здесь вот смотрите, яркие отношения, красивые, чистые у вас могли бы быть. То есть, ну, это столбик настоящего, то есть это тоже говорит о ваших чувствах, о ваших отношениях. Вот эти все карты, они, смотрите, здесь как прекрасно легли рядышком. Прям рядышком и легли. То есть это карта ваших чувств, вашей любви, взаимной. Вы друг для друга, я не знаю, каждый из вас друг для друга идеальный партнер. Если смотреть, да, на брак, кто загадывает этот вопрос, то здесь между браком и рыбой, да, удачным завершением дел стоит коса. Но это вот в данный момент это невозможно. У кого-то рыба это показывает всегда на финансовые причины, но тем не менее мы видим, что все равно у вас есть препятствия к тому, чтобы быть вместе. Вот брак пока на ближайшее время, конечно, невозможен. Ну, я уже сказала, у кого-то здесь и соперники, и третьи лица, у кого-то финансовые вопросы. Так что, ну, вопрос брака, там, сделает ли он вам предложение в ближайшее время, нет, не сделает. Здесь ответ такой. Что еще? Башня. Ну, хотелось бы обоим, конечно, обоим, да, стабильных отношений с перспективой на будущее, но карта птицы, ну, вот опять же, эта карта такая. Здесь это как мысли, понимание о том, что может быть когда-нибудь, да, звезда далекая, может быть когда-нибудь было бы хорошо, но все-таки тут вот коса рядом нет. Ну и вообще здесь, смотрите, гроб, облака, луна, вот как здесь вот 100% положительная картина, так здесь она, ну, 100% отрицательная. Вот понимание того, что эти отношения, ну, никак. Вот гора, вот, понимаете, между вами гора, и мы сейчас это все будем корректировать. Все сейчас это будем корректировать. Так. Ну что, вот я сначала подытожу. Мы увидели, что, по крайней мере, у вас есть чувство, любовь взаимная друг к другу, поэтому здесь есть что корректировать, да, это же не приворот. Мы сейчас постараемся убрать препятствия и людей, которые вам мешают. Здесь вот, знаете, какие-то есть объективные причины. Здесь нет каких-то сомнений, страхов у обоих людей нет. Здесь действительно есть что-то, что вам мешает. Или третьи лица, или соперники, или вот по браку здесь финансовые вопросы мешают. Мешают. Поэтому, ну, корректировать есть что, потому что есть основа чувств. Давайте сейчас оставлять те карты. Поэтому вот, смотрите, мужчина здесь и проявляется мелко. Да, поступки такие незначительные, нечастые проявления к вам, потому что, ну, в силу обстоятельств таких. Давайте в первую очередь мы будем закрывать неприятные карты по очереди. Начнем вот с мужчины, да. Ну, вы увидите сами то, что я сейчас буду делать. Женщины. В каждом триплете будем оставлять карту самую позитивную для ваших отношений, а то, что неприятное, будем все прятать. Ну, гору, безусловно, вниз, надежды, но все-таки нам нужны перемены к лучшему. Здесь пусть вот так вот столбик остается. Здесь развилку, конечно, мы прячем. Ребенок — это хорошая карта для начала, но слабенькая. Вот корабль, он уже идет вперед, да, поэтому мы здесь оставляем так, все это проговариваем. Что еще здесь? Ну вот здесь вот в верхнем и нижнем триплете будет сложности, потому что здесь как все карты неблагоприятные, так и здесь все карты благоприятные. Ну, давайте все-таки, ну, я не знаю, для каждой пары, конечно, была бы немножко разная ситуация. Давайте все-таки мне хочется оставить искренние, благородные чувства, да, потому что они могут быть яркими, красивыми, но мы все-таки вот хочется искренности оставить, да, искренности чувств. Оставим здесь ваш союз, брак или просто стабильные крепкие отношения. Для всех будет по-разному. Башня, которая у нас отличается от аркана Таро, от разрушенной башни. Здесь она стабильная, крепкая, нерушимая, такая же, как ваши отношения. А здесь что у нас?
Но смотрите, гроб, безусловно, мы прячем вниз, да, на первой стадии этой корректировки. Луна — это очень переменчивая карта, да, это лучше, чем гроб, но это хуже, чем облака, потому что, ну, скорее всего, облака ветер сдует быстрее, чем Луна обернет свой цикл, поэтому оставим пока так, облака, да. А опять же обратим внимание, что не тучи все-таки, да, как в классических колодах, а облака. Облака — это лучше, чем тучи, тем более с просветом, да, то есть чтобы был просвет в отношениях. Вот так здесь мы будем видеть эту карту, переходим. Конечно, мы оставим сердце, сад мы немножко опустим вниз, да, пусть говорят, как в известной передаче, пусть вот, значит, в данном случае медведь, знаете, что будет символизировать не третьих лиц, а уверенность в себе вашего загаданного мужчины, либо вашу уверенность, уверенность в своих силах, чтобы эти отношения продвигать и развивать, да, пусть будет так. Конечно, сердце, потому что это любовь, самое важное, что выпадало при сигнификации также. Что еще? Ну и дом, и дерево одинаково хорошие карты. Все-таки хочется мне оставить сверху дерево, потому что это корни. Это, ну, как мне здесь чувствуется, первоочередное для создания пары. А уж потом, да, сначала нужен крепкий союз, и дом придет, я думаю, тоже. Все приложится, конечно, крест вниз, плеть повыше, потому что это может быть не только негативный аспект, но и какие-то быстрые действия. Якорь — это постоянство ваших отношений, пусть закрывается так. Во время того, как я делаю эту корректировку, вы представляете своего мужчину. Ну, тайну мы уже открыли, да, всех завистников, врагов мы вычислили. Пусть ключ символизирует открытый путь для вашей пары. Пусть будет так. Так, теперь что мне хочется? Что мне хочется сделать? Ну, давайте вот посмотрим по максимуму. Закрыли негативные карты для вас. Сейчас будем продолжать дальше корректировку. И выбирать остальное. Но прежде всего мне хочется все-таки мужчину к вам подтянуть поближе, да? Поэтому закроем вот так. Закроем все-таки облака, да, пусть они у нас уйдут под стабильность. Ключ под постоянство. Да, все открыли, все узнали друг о друге, уверены в себе. Любовь, конечно, мы здесь приблизим. Корабль под вашу карту положим. Союз, да, пусть будет союз. Вот так вот поближе. Так, теперь какая картина получается? Прочные, стабильные, постоянные отношения, основанные на любви. На любви. И теперь еще пусть будет стабильность мужчины, постоянство женщины, что в целом одно и то же, да? Союз ваш постоянный, но в первую очередь, чтобы что? Чтобы между вами была любовь и чтобы вы смотрели друг на друга. Так, кто захочет, может сделать скриншот. Наверное, даже потом сделаю фотографию, просто оставлю там где-то в телеграм-канале. И сейчас подумайте о себе, подумайте о своем мужчине, подумайте о ваших отношениях. Мы сейчас активируем этот расклад, чтобы вас сблизить, чтобы гармонизировать ваши отношения, чтобы убрать всех завистников, соперников, третьих лиц, все препятствия, что мешают вашему соединению, чтобы вы были вместе в любви, в счастье, в гармоничном отношении друг к другу. Да будет так. Подумайте сейчас, как вы идете навстречу друг другу, как вы говорите друг другу приятные слова, как между вами происходит то,
чего вы хотите. У кого-то брак, свадьба, у кого-то признание, у кого-то общение, у кого-то свидание. Каждый, да, каждый о своем. Да? Вот представьте сейчас эту картину, как вы вместе приближаетесь друг к другу. Да будет так и так есть. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.